первой станции, 4 шлоке сказано, что только когда мы достигнем абсолютного сознания и сольем с ним наше сознание, только тогда будем мы освобождены от заблуждений, порожденных Майей. Что значит абсолютное сознание и возможно ли его достичь в плотном теле? Человек может достичь состояния единения. Вот в этом состоянии единения он открывает в себе способности единого. То есть человек ограничен 4-м планом существования, это план прообразов в состоянии нирваны. А абсолютное сознание, оно находится в своем состоянии мира духа вне форм. И там абсолютное сознание к человеческому сознанию имеет отношение относительное. Если сказать, что абсолютность сознания, которое достигает человек в его развитии, то это состояние нирваническое или состояние нирваны. Все это потолок этого человека. И в этом единстве он достигает высшего предназначения человека Бога. 7 тел сознания возникли из отражения абсолютного сознания. Изначально сознание не было разделено, ибо было единым. Плотное тело – одно лишь из условий этапов возвращения к единому, согласно закону эволюции. Соединение с белым светом должно произойти сознательно. Это и есть освобождение от заблуждений. Что вызывает страх воплощения? Неотработанная карма? Здесь нужно разобраться, что есть страх. Во-первых, страх – это причина порождения животного царства природы, инстинктивного, сохраняющего в себе существование или жизнь. Если подойти с этой точки зрения, то страх присущ человеку в его проявленном состоянии, то есть в плотном мире. Здесь страх существует. Выше страха нет. Выше по плану. В тех мирах высоких не существует страха. Значит, человек имеет причину страха, животную природу, инстинктивную, спонтанную, страстную природу. И эта природа имеет причину страха, не беспокоить его комфорт. Человек, значит, боится всего нового. А чего он боится нового? По невежеству своему. Потому что привычное мышление человека, все эти привычки имеют свою инерцию. И согласно этой инерции, чтобы ее не нарушить, инстинкт самосохранения срабатывает вот этой животной природы в виде страха, в виде сомнений. Вызывает страх невежество, неведение, незнание закона непреложного, что влечет за собой отсутствие веры, невмещение беспредельности, единой жизни, непринятие вечности и бессмертия, которое осуществляется единением с жизнью. Карма есть движение. Улучшить ее – это заложить причины сейчас, в настоящем, для последующих воплощений, ибо следствие соответствует причине. 7 путей к блаженству не было. Не было и великих причин страдания. Значит ли, что эти причины страданий и есть пути к блаженству? Великих причин страдания 12. 7 путей не было, потому что еще не были проявлены эти 12 причин. Если нет страдания, то нет и блаженства. Если не было тьмы, то нет и света. Закон соответствия. Боль предвещает радость. Иллюзия – это власть укрытия истины. Следует выселить из своего сердца иллюзию. Тогда она станет прозрачной и утратит свою власть над укрытием истины. Когда появились причины страданий и кто их породил? Причины страдания появились тогда, когда появилось разумное человечество. Разумное человечество – это то человечество, когда форма обрела монаду. В этот период времени, в 3-й расе, в 3-й подрасе, когда кумары коснулись той формы, которая была создана для восприятия монады, кумары осветили эту форму
И согласно этому соединению возникло сознание человека. И вот это сознание, оно в силу своего иллюзорного восприятия действительности создали причины, которые называются неданными. А согласно своему невежеству человечество стало страдать. Появились причины страдания, когда появилось разделение единства. Порождают страдания неданы. Они и являются причинами бытия. То есть, когда появляются феномены, тогда и появляются причины и следствия. Обольщение причинами страданий как происходит? И если это страдания, то как можно ими обольщаться? Обольщение происходит восприятие внешними органами чувств человека. Воспринимая форму или феноменальный мир, проявленный мир, он впадает в иллюзию восприятия. То есть для него становится очевидностью то, что не имеет выражения действительности. Ведь действительность для него сокрыта, но человек обольщается иллюзией формы, то есть внешним, а не внутренним. В этом обольщении человека. Ведь причины страдания названы в 4 шлаке великими. Начало великого проявления есть майя. Духу человеческому, чтобы обрести свою сущность, предстоит погрузиться в недра майи. А когда он достигнет первичного огня, тогда он обретет свободу. Обольщение страданиями – это и есть неведение, что это есть страдание. Для того, чтобы узнать, необходимо погрузиться в майю, узнать страдания и освободиться от их обольщения. Так происходит огненный монолог сознания. Если Вселенная еще не сформировалась, то как есть бытие уже? Если говорить о Вселенной, которая должна проявиться, то на плане прообразов, это на 4-м плане, где Парабрахман находится в покровах Мула-Пракрити, эта Вселенная уже есть нумен будущей Вселенной, как зародыш. Это мысль, которая там сформировалась. И она находится в состоянии своего единства. А когда начинает дифференцироваться это единство силой фахата, то в этом случае начинается проявление божественной мысли в силу закона необходимости, проявление идеи, то есть самой мысли. Иерархия мира, разума и творчества начинает эту идею излучать, подхватывает следующая иерархия Тхьяни-Будд, и эту идею доводят до одухотворяющей силы сознания. После одухотворения этой силы появляется человек или человечество, Адам, появляется андрогин, в котором вот это духовное, то, что представлено Тхьяни-Буддами, идея или мысль, она становится совестью человечества или памяти, или зародышем духа. В человечестве зародыш духа – это и есть та Вселенная, та мысль божественная, которая уже отождествлена с этим человеком. И это есть бытие, оно чистое, незамаранное бытие. В зародыше нашего духа оно как память существует. Уже оно есть. Оно не бытие для внешних органов чувств, но истинное бытие, которое называют сад. Есть абсолютное бытие, а его отражение или тень есть бытие. И в этом бытии, согласно закону эволюции, происходит формирование Вселенной, космоса, природы и человека. Причины страдания появляются одновременно с причинами бытия? Причины страдания появляются, когда явлено сознание. Если сознание явлено, то восприятие бытия тогда есть. Только чем воспринимается это бытие? Если оно воспринимается внешними органами чувств, то бытие, оно феноменальное для человека. То есть формально. Формы одни существуют. Он так воспринимает это бытие. Если же человек более развитый, то он воспринимает бытие своими внутренними органами чувств, то есть астральными, ментальными. Он воспринимает этот мир. У него более наполненный он становится. И это бытие для него проявляется как 3 мира в одном. Многомерность проявления его.
Если же он в единстве находится, то есть в совершенстве своего сознания, восприятия, то тогда он все воспринимает как единую вечную жизнь в своем единстве, в многообразии. Все это многообразие для него является красотой. И вообще бытие, любое восприятие, либо внешнее, либо астральное, либо ментальное, либо духовное, оно всегда выражается в человеке согласно красоте. То есть в каждом своем состоянии человек, своих восприятий бытия определяет его какой-то гармонией либо красотой. И нет плохого или хорошего в этом смысле. Всегда есть просто принятие согласно сознанию, хоть дикаря, хоть высокодуховного, но он воспринимает через красоту своего восприятия. Причины страдания есть следствие восприятием сознания бытия. Причины бытия есть само бытие. И когда появляются неданы, появляется связь между причиной и следствием. Оказывается, что в числе 7 есть 10. Насколько эта информация может быть полезна обычному человеку? Дело в том, что 10 символически отображает круг с диаметром. Круг сам по себе, он отражает пространство, а диаметр в круге отражает действие. Действие любви, действие этой силы любви, которая является творческим потенциалом в этом пространстве сил божественных или мыслей божественных. Но так как мы знаем, что все семерично, значит и само пространство, оно семерично, но оно десятирично в смысле творящей силы мысли, сознания. Потому что 10 оно еще отображает сознание, в котором присутствует творческая сила. Как только появляется 7, начинается движение или проявление. То есть соединение 7 вместе есть причина действия. А причина действия – это 10. То есть 3 первых непроявленных. Есть троичность, которая не проявлена. Она и есть причина движения возникновения 10. Само явление синтеза открывает возможность и способность синтезировать, то есть умение завершать и начинать новое. Эта цепь или спираль движения есть основа эволюции, то есть жизни. Ведь дух человеческий един с всемирным духом. И явление света внутри у каждого из нас есть. Только мы это движение света делаем невозможным из-за нашего невежества, которое как панцирь закрывает этот свет. И если мы научимся быть 7-м светом, тогда движение его неминуемо, и оно будет проявляться теплом. Если каждая недана есть следствие предыдущей и причина последующей неданы, то значит, когда-то была первая причина. Что это за причина? Если мы посмотрим так по нисходящей, по планам бытия, то вначале абсолютное сознание, оно в силу вздоха из вечного хаоса или великого хаоса начинает группировать и создавать беспричинную причину всего. В этом смысле мир духа вне форм, он именно вне форм, потому что творится потенциальность нумена причины. Когда на 4-м плане эта беспричинная причина выражается причиной, то есть зародышем будущей Вселенной, то это называется причина. В этой причине уже заложена беспричинная причина в виде хаоса. Но этот хаос – абсолютная гармония. Это состояние абсолютного сознания. Зародыш – это первопричина. Эта первопричина несет в себе потенциальность будущего нумена причины. И вот когда появляется причина, она появляется на плане разума и творчества. Появляется одновременно с дифференциацией пракрити. И эта дифференциация создает причины
или божественные силы, которых в сумме 12. И вот этих причин 12 богов, они на плане разума и творчества, иерархии тхьян-коганов в виде величайшей идеи божественной мысли, иерархии 12 причин бытия, дифференцируя все дальше и дальше, доходя до проявленной Вселенной, отражаются через сознание человечества в его коллективном представлении, как Адами или Адам. Вот это человечество с 7 расами воспринимает эти 12 богов или причин. И в силу этого сознание человечества, как 1, 2, 3, 4, 5 и так до 7 человечества, оно в себе как эстафету передает эволюционный поток развития сознания. И сознание человечества в любом его состоянии, оно всегда порождает уже неданы причинности невежественного восприятия действительности. То есть согласно иллюзии восприятия. Сознание человека порождает вот эти причины, которые приводят его к страданиям, ибо он не знал. Существует изначальная причина. Это Ади-Нидана. Она и есть первая причина, которая собирается на плане прообраза. А первая причина есть следствие беспричинной причины. Оно имеет свое отражение, которое становится Ади-Ниданой. Как могут быть 4 истины, если путей к блаженству всего 7? Это объясняется просто, ибо 4 истины – это как избавиться от страданий. А 7 путей к блаженству – это пути, чтобы не воплощаться больше в мир страданий. Совокупность или соединение всех нидан основывается на 4 истинах или проявлении 4 планов бытия. Каждый из них есть 7 путей к блаженству. По планам бытия интересно разложены страдания, их возникновение, причины, прекращение и уничтожение. Получается, согласно той схеме, которую вы представили на семинаре, что уничтожаются причины бытия на 4 плане. Значит, все-таки остаются еще 3, если есть еще 3 плана бытия. Дело в том, что причины страдания в иллюзорном восприятии действительности. В этом заключаются причины страдания. Когда мы познаем сущность вещей или причину, тем самым мы освобождаемся от страданий или уничтожаем эти страдания. Потому что знание причины вещей освобождает нас в силу того, что мы не привязываемся к иллюзорному восприятию мира. А значит, мы и не страдаем. И действительно, на 4-й план прообразов мы приходим в состояние освобожденном от привязанности к иллюзорным восприятиям действительности. То есть мы свободны. Но так как мы говорили уже, что есть беспричинная причина всего, она же остается, как и первопричина всего. Она ведь тоже остается, но первопричина всего, прежде всего, это наше состояние сознания ясного видения, яснослышания, потому что здесь мы сливаемся с этой первопричиной. А первопричина, она явлена вечной жизнью. То есть тогда мы слиты с вечной жизнью. И мы ни в коем случае не можем ввергаться в иллюзорное представление мира. А мы руководствуемся самой действительностью. 3 плана духа вне форм исключают причины страдания как таковые. И если их там нет, то нечего уничтожать. Можно только приближаться к великой истине. Совсем по-другому открылось число 13, и что каждая нидана есть 13 в сумме, движение противоположностей. Но как это применить к жизни? Число 13, в моем представлении, это умение синтезировать 2 противоположности. То есть это действие творческого потенциала человеческого гения, когда он способен преображать дуальный мир, сливая его в единое, где исчезает добро и зло,
Потому что в этом состоянии не может существовать ни добра, ни зла. А есть движение эволюции, соединение двух противоположностей. В 12 присутствует 12 богов. Или не да. Это причины существования этого дуального мира для того, чтобы эволюционировало сознание. И для меня число 13 – это просто человек раскрыл свой потенциал творчества. И согласно этой мощной силе творить, он и является 13-м. Число 13 – сумма противоположностей. Это есть центр. 13 в сумме 4. Четвертый центр есть мысль, которая обеспечивает связь трех центров человеческого естества между собой в человеке и человека с миром. В этом центре внутренний огонь соответствует космическому. Четвертый центр – это огненное сердце, которое и без чисел может устремиться по пути притяжению величия того, где слово – ничто. Это переплетение противоположностей, переплетение вибраций, лучей дает нужную цепь, и появляется сияние магнита. Накопление чаши дает напряжение этому магниту. Магнит напрягается чистым огнем, поэтому в основании каждого чистого чувства лежит магнит духа. Ведь у утонченного чувства отсутствуют низшие центры. 13 – это чистый огонь центра, фокус или магнит, где нет низшего проявления. Чем может помочь 4-я шлока первой станции в работе над собой, если все-таки это остается главным условием понимания учения? Семь путей к блаженству. К этой первой причине, собственно, мы идем. Первопричина, она находится в состоянии единения. Единое состояние сознания – это состояние, в которое входит человек, состояние самадхи. Это состояние самадхи вводит его в нирваническое состояние. Но чтобы до этого дойти, человеку нужно обязательно пройти и одухотворить проводники, которые состоят из материи. И вот эту материю, когда человек одухотворяет, вот этих 7 ступеней к блаженству, он и осуществляет. Осуществляя тем, что он одухотворяет субстанцию, материю, проводники, делаясь проводником божественной мысли, то есть идеи. Это станция кульминационная в силу того, что показывает выход и освобождение человека от иллюзий, приводя его к единству, к сотрудничеству с высшими силами, с космическими силами. И так создается божественный человек. Знание структуры сознания. Оно дает жизнестойкость и постоянство психической энергии. Тогда возможно дерзание. Дерзание подойти к самому трудному. Тогда спадут все покровы, и останется лишь это сияние дерзания. И тогда огонь светлый пройдет во врата. Нужно сохранить восхищение перед самым трудным. Тогда возникнет напряжение, которое нейтрализует невидение. И возникает культура, которая оберегает ауру. И оно есть отражение этого напряжения. Тогда, когда аура не запятнена и не затемнена, она горит огнем мудрости, она становится невозмутимой. И это есть медитация, которая дает основу жизнестойкости, постоянства, признания структуры. Ведь врата, они всегда открыты. Надо только иметь чистоту, чтобы войти туда. А закрывает врата сам человек в своем представлении иллюзии. Нам ведь кажется, что врата закрыты, а они всегда открыты. Закрывает врата сам человек своим невежеством, страхом, негативными привычками и предрассудками. А освобождение от этого дает как раз приближение к открытым вратам. Мы должны стать чистыми,
утончить свои чувства до прозрачности, и тогда увидеть, что врата открыты, и не убояться яркого ослепительного света, исходящего из врат, и не принять его за заградительную сеть, а войти туда, где ты сам становишься светом, сливаясь с ним.